Приехали в Пятигоры. Уже почти полностью разложили вещи по рюкзакам. В среднем вес рюкзака получается 26-28 килограмм. Напарник заканчивает укладывать. Вес лодки получается в сборе примерно 9 килограмм. Занимает она всю середину рюкзака. Сзади на разгрузку ее поместить не получается, потому что происходит жесткий перевес. Сейчас, значит, заканчиваем собираться, грузимся на корабль и будем спускаться ниже по течению. Погружаемся тихонечко в катер. Нас провожает мохнатая чабака-барабака. Вот, иди сюда. Не хочет она особо с нами обниматься. На низком старте, можно сказать. Рюкзаки дотащили. О, тебе какая красавица ты, господи. Какая шуба барская. Мы сейчас в верховьях Камы находимся. Через катер. Вот и какая красавица-то. Мягенькая. Последнее приготовление. Ничего не забыл, куртку не забыл. Отправляемся на старт. Внимание! Ну вот и поплыли, собственно. Нам сколько ориентировочно по времени до дороги? Полчаса. Через полчаса, значит, уже потопаем. Дорога приблизительно часа 4-5 займет. Ну, нам, наверное, побольше. Но это с рюкзаками сказали. Так что повезет, может, сегодня будем на месте. Вот так вот сеть стоит. Ну вот мы и выдвинулись. Значит, вот так это все выглядит, весь этот ужас. Мы его, наверное, затянем по дороге. Кирилл там вроде тоже живой. Идет. Тяжело? Да. В обратный путь, так сказать, будем воротаться уже через неделю. На самом деле чувствуется легкое разочарование из-за количества народа. Потому что, судя по технике, можно предположить, что на озере где-то человек 10 находится. И это только по количеству лодок. Тут еще болотоходы. Нам сказали, что эта дорога более-менее, хотя там была другая дорога. Непонятно, какая из них правильная. Если что, можно будет получить капитана первого ранга
во время погружения случайного. Пройдено уже порядка 300-400 метров. Ощущается глубокое разочарование отсутствием медведей. Смотрели и под березкой, и под осинкой, и под боровиком. Медведя нигде не нашли. Будем надеяться, что он себя покажет в ближайшее время. Иначе как-то невежливо получается. А если серьезно, то гид сказал, что мишек тут активно ловят. Они этому активно сопротивляются. А значит, шанс увидеть их в это время года крайне мал. В конечном итоге мы еще не открывали самогон. Так что надежда еще не потеряна. Мы в конечном итоге думаем, что он придет сам. Если идти и прям приглядываться, то видно, что недавно прошли дожди, почва сырая, попадается много грибов, как всяких поганок, такие боровиков, заголовики. Если это не одно и то же. Кажется, был обнаружен белый случайно. Но мы как-то не особо разобрались. Я больше по щуке. Вот если пойду по лесу и увижу щуку, то я 100% смогу отличить ее от окуня. Вот солнышко нас пригревает тихонько. Лес красивый, чистый. В принципе, дорога ничем не хуже, чем сам лес. То есть могли бы пойти по самому лесу. Никаких проблем бы это особо не вызвало. Конечно, передвигаться было бы чуть потруднее по мху, но никаких болот, никакого бурелома, ничего нет. А вот там, судя по всему, то ли хатка какая-то, то ли выглядит как какой-то приямок. Миша! Тут, кстати, очевидно, что вырыли карьер. Видимо, тестировали резину. В общем, тут угорают, очевидно, по оффроуду ребята. На входе в лес много болотоходов стоит, лодок. Посмотрел бы, как они тут на лодке пройдут. Значит, мы сейчас находимся на Кривицкой Старице. Это первая наша остановочка на пути к озеру Нахты. По дороге на самом, так сказать, в самом конце, если смотреть от Камы, располагается вот такая вот интересная деревушка, наверное, как это можно назвать. Количество домиков пока точно сказать не могу, но их тут 4-5 штучек, наверное. Очевидно, что люди тут добывают рыбу активно. Тут я, конечно, показывать вам такое не буду, но слева был туалет такой, наспех сделанный, виден ямы. Надеюсь, это не нора барсука. Тут вот, значит, как интересно, смотрите, выкопано вокруг. В общем, вот он. Мы добрались. Посреди леса лежат старые древние лодки. Все перекопано, видно, что искали что-то. По информации из одного источника,
Это корабли или какие-то лодки Ермака или его дружины. А вокруг это мой рюкзак. Все нормально. Слушай, это нормальный такой грузовой паром. Мотора-то нет. Так я понимаю, что мотора нет. Парус. А ты думаешь, что это современное что-то? Конечно. Ермака, ты что, шутишь, что ли? Нет? Я же просто так это. Ну да, слушай. Пойдем туда глянем. Что там за разрытый. Да, лежат. Да, водоискатели, я и говорю. Блин, ну что-то все равно не клеится, слушай. Типа, а что они тут делают? Как бы их сюда втащили? Ну, вот эти вот яхты или что это? Ну, ты представляешь себе это? И бросили. Ну, честно сказать, конечно, звучит-то сомнительно, но выбора особо немного, так что с этой версией согласимся, я думаю. Такая вот она. Тайга. Опа. В общем, переодели уже. Сапоги, ботинки промочили. Идем. Осталось немного, вон уже лесополоса. По ощущению для нее как будто совсем чуть-чуть километр. Полтора. И вы знаете, что случилось? Мы встретили человека. Сейчас вы его скоро увидите. Мы почти уже с ним состыковались. Тут вот такая вот чача. Не знаю, видно, нет. О, идти тяжело. Прям очень тяжело. Рюкзак тяжелый. Уже мозоль посадил. Одну, благо. Аптечка есть, все заряжено. Сейчас состоится интересный диалог у нас с гражданином. Спросим его, кто чего, куда. А самое главное, откуда. Здравствуйте. До озера-то сколько примерно пилить? Спасибо. До свидания. Все всех знают. Все местные. Все остальные банды. Герман, special for you. Прямое включение. Я тебе, короче, нашел и колеса, и мосты. Что там тут еще под замену? Опа! Вот такая вот красота. Нормально.
Сейчас у нас из двустволки такая. Бэш. Он тут давно стоит. Ух. Вот это, конечно, дизайн. Я понимаю. Вон ящики здесь. Ну, полезного не видать. Лопата, камеры. Вот такая была Красотища. непонятно, брошенная или просто. А тут такой красавец плывет. Хватит. Не кусайся. Жалко, что показаться разочек. Ну все. Найдешь утик. А, вот. Стой. Жук. Скользкий, зараза, как мыло кусок. Это плавунец окаймленный. Вот красавчик. А вот это место вы могли видеть на разных видосах по оффроуду в обход вот этой вот лужи здоровой. Господи, хрен его пойми вообще как тут. Так. Короче, кое-как вошел. Жду Кирюху сейчас. Потому что иначе есть шанс, что кто-то тут останется. Ага, вот сюда, вот сюда. Вот сюда прям наступай. И вот на эти. Не повторяй мою ошибку. Я не так шел, я ушел полностью. Я не набрал, я успел достать. Но полностью вообще. Я вот здесь вот сюда наступил. Не-не-не, я рядом шел. Ну, бля, тут, по-моему, еще хуже, чем на этих тройных перилах. Что-то есть ощущение, что купаться мы немного раньше начнем, чем к нам придет багелет. В общем, вот такая вот красота в округе. Не знаю, ребят, стоит это того, нет. Я тебе этот нашел. Юпитер. Чисто будем это. И уже не ходок. Чисто было, типа, восстанавливать. Но будем в гараже контент снимать. Смотри, какой бодрый парень. Ну, тут непонятно, то ли это Юпитер, то ли Иш. В общем, вот оно, озеро Нахт. Сразу на входе стоят сети. То есть тут, я так понимаю, отлавливается все, что заходит в краешек озера. О, завтра мы поплывем по озеру, будем облавливать его. Попытаемся дойти до реки бортом. И там уже будем охотиться на трофейных щук, трофейных крокодилов. Погода была очень интересная, маршрут крайне сложный, долгий. По погодным условиям, по причине отсутствия информации какой-либо об озере и отсутствии какой-либо информации об источниках питьевой воды, приходится брать колоссальное количество снаряжения. Просто катастрофическое. Ко всему прочему,
Дорога очень сложная, много болот, очень сильно вязнут ноги, остаются сапоги в болоте. Промочил 2 пары носков, промочил ботинки трекинговые, потому что ушел почти по колено. Спасли вот меня сапожки из Эвы, и то они не видно уже, но они полностью уходили, почти полностью. Там буквально спасительные миллиметры были. Нахожусь на озере Нахт. В самом его начале. Вот оно, щучье сердце. Ветер меня тихонечко сносит. Там у нас получается север, куда я сейчас смотрю. Мы, конечно, сюда за серьезной рыбой приехали, но чтобы, так сказать, размяться в целях разминки, поставим Юзури 110 F на маленьком вольфрамовом поводочке. У нас тут на самом деле на крупную рыбу снастей вагон, а вот что-нибудь маленькое к ужину поймать это будет сложно реализуемо, на мой взгляд. Ну, поехали. Ловись, рыбка большая да маленькая. Как будто бы мы закопались, там, видать, мелко совсем. Глубина по колено примерно. В средней части озера 2-3 метра. Что у нас тут? Непонятно. Нашли водоросли. Водоросли. Вилка не поймали. Это как-то не особо быстро всплывает. Попробуем в другую сторону. Дадим время на атаку. Отвечивать, конечно, не очень комфортно. Удочка у меня кастинговое удилище, это ZX Hellhound для heavy джига, бигбейтов, вся вот эта вот история. Большая рыба, большие приманки, катушка Shimano Metanium 16 года. Еще нет, только это будет цеплян. Это не есть хорошо. Я почему-то подумал, что щука она все-таки будет на участках стоять поглубже. Пока что камера этого не передает, но я наблюдаю только. Наблюдаю только удары мелкой щуки. Видно, что ходит по воде, гоняет малька. Сейчас воблер полностью залип.
Температура воды где-то градусов 10. Сегодня у нас 12 число. Это уже понедельник получается. Неужели там тоже мелко? Тоже мелко. Совсем мелко. Нужно подходить не буду, конечно. Вижу там велосипед. Домиков-то приличное количество. Если кто-то видел на YouTube видосы, которые они снимают, ну вы поняли, о ком я говорю, то ну, вот эти домики, скорее всего, там и мелькали. А есть у них еще один дом большой. В домике они решили ничего не говорить. Ну и бог с ним. Куча везде. Спишь на грибах буквально. Во все стороны. Поганки, белые. Плохие грибы, хорошие, вообще без разницы. Куча всего растет. Домов там тоже много, есть туалет отдельно поставленный. Печки там стоят. В общем, ребята тут не мерзнут явно. Ой, ягоды вон растут. Не знаю, видно, нет. Все в ягодах, вообще все в ягодах. По поводу мишек сказали, что 2 года назад медведь приходил. А так медведей тут нет. Так что вот. Ну, везде, в общем, лодки, везде транспортные средства лежат. Озеро утыкано ими просто. Чужого, конечно, никто тут не берет. Следы от болотоходов. Он, кстати, не снимал до этого домик, который... Ну вот, ребята, вот такая вот красавица взяла. Вот она. На щучку. Воблер. Старый советский. Мы ее сейчас обязательно отпустим. Рыбка тут вся бойкая. Очень. Честно говоря, даже не почувствовал ее, поэтому она и не засеклась особо. Сейчас мы попробуем как-нибудь схватить, а потом уже извлечь из нее. Вот такая вот малюсенькая. Такую в лагерь даже вести неохота, поэтому, пожалуй, отпущу ее. Да, тихо. Да, Александр, спасибо, кстати, воблерочек мне понравился. Ах ты ж как. Она его догоняла как могла. Очень ему хотелось есть, видимо. Ах, зверюка какая. Неужели брать тебя придется? Да. Сейчас посмотрим. Да, видимо, придется брать. Да. Пасть все и задрали. Ладно, чё. Это мы, конечно, все понимаем.
Ну ладно, будем ее быстренько умерщвлять. И в лагерь поедем за новой порцией. Вот она. Будем сейчас всю мелочь тут вылавливать, видимо. О, кстати, там крупная щука была. Ну, а это окунь у нас. Это у нас окунь позарился на щуку, ребята. Окунь на щуку позарился. Вы видали такое когда-нибудь? Я вот не видал, честно говоря. Ай, красавец. Как же нам тебя зафиксировать-то правильно? Не знаешь случайно? Я вот знаю, да что-то щука. Неохота к таким щенкам бегать. Наверное, все-таки ты пока за бортом погуляй, братан. Мы тебя так вот зачекрыжим пока что. Вот здесь вот потусуйся там. Пацанам расскажу, что вот такая вот движуха есть. Типа ловят. Ну, короче, пускай приходят все на вечеринку. А то что ты один-то, родной? Окуня, кстати, вагон вообще, на удивление. Я его просто не ловлю специально, а так-то нормально развернуться можно. Вчера поклевка очень крупного окуня была. Очень крупного. Ну, блин, для Перми, наверное, там 600 грамм это там трофей уже считается. Трофейный окунь. Так, любимый мой родной, давай-ка сюда подруливай. Как там у тебя будем сейчас это самое фиксировать? Да. Блин, ну ты че, как так-то? Давай как-нибудь это самое. Не хочешь, что ли, совсем? Так, попробуем жаберную крышку у тебя открыть. И вот туда вот. О! Вообще никак. Ну открой. Жаберки, ты, дружок. Ты ж все, ты попался уже. О. Ой. Какой ты противный. Слов нет. Если, скажем, такая морока будет, я вас даже ловить не буду, засрался. Ну вот сразу. Это очень хорошо. Блин, сейчас все вмажу рыбой. Понимаешь, щучару еще замучаешься вытаскивать. Я все выцарапал. У меня был окунь. Что-то грамм на 600 здесь. Причем этот на щуку. Ну вот это. Вот. Но я его не довел. Он совсем чуть-чуть зацепился и ушел. Да, лет 15-20 это, конечно, это, наверное, вообще интересно было. А тут красота была, народу не было. Народу вообще дофига. У нас лагерь рядом с дорогой, ну то есть метров, наверное, 30-40 от дороги. И постоянно на каракатах кто-то туда-сюда катается. Ну это, наверное, эти местные завозят, привозят. А что за будки? Вот надо лодка стоит, это как раз. Рыбацкие будки не собирают, тут у них и коптильни сидели, что-то будет. это удоры это или как оно там, прибито? Будки ходят и на деревяшке по озеру плавают. Вот там как раз есть кто-то Это лодка стоит, где лодка стоит деревяшка. Там какая-то деревня, я так понимаю, за озером. Где-то километров 4, если я правильно понимаю.
Не, нижняя столица. Ну, хотя, ладно, я спорить не буду. В общем, Нет, я там какие-то, в общем, местные приплывали к нам, заходили, пообщались. Вот. Они тоже, я так понимаю, тут на сети ловят. Потому что они без удочек. все на сети ловят. И как это тут котируется? А как котируется? Рыбнадзоров 8 человек на весь край. Они сюда и не заезжают. Сколько их сюда затягивали? Да. Как котируется? Отрицательно котируется. А мы не можем. У нас ружье, охота. А зверье-то тут ходит вообще? Раньше Не, ходило. ну сектанты сказали, что у них 2 года назад только медведь заходил, больше не было. Уже с одного года. Медведь, он... Да, он сейчас не тронет. Чё? Не, ну понятно. Мы по озеру, Они сытые. по болоту-то шли, там ступить некуда, везде ягоды. Все в Вот ягодах. медведь сейчас на ягоде. А тут больно шумно, это, не пойдет он сюда. Есть тут болото огромное, что ему туда, где люди, он не пойдет. Вы, я так понимаю, тоже выстрелы-то слышали? А? Тоже выстрелы-то слышали? Мы только приехали. Не, стреляют много вообще. Много. Ну и мы шли-то на самом деле, там гильз, стрельных гора по дороге. Да, это по дороге, наверное, едут и стреляют. Не ходи, да что это. Ну это вот... Ну говорит, едут, видимо, всё. с пирокатов и а тут эти. Вот тут у нас две Сектанты. одна были, потом это еще тут одна. Вот здесь вот сейчас недалеко. А, дальше. Дальше. Они километра через 1,5-2 Ну да, первого тут, лагеря. тут это как его. Как они, Дора какая-то или что там говорили? А вы через Тимшор зашли? Там говорили мне, что-то 3-4 года назад вход в озеро перекрывали корягами, чтобы заплыть нельзя было. Сейчас-то нормально все? Ну, там просто запор стоял, видно, вода мелкой баром, да, и все. Куда не перегревал. А что, трехлёдок забрал бы, поехал. Ну, мне... Сейчас бензопилы вот в каждой лодке. С озером мы это закончили. Возвращаемся обратно. Сегодня будем на Старице. Попробуем еще там порыбачить. По озеру итог на самом деле довольно разочаровывающий. Там живет много народу, и рыбы крупной там нет и быть не может. Все озеро перегорожено сетями, потому что оно кормит большое количество людей, и они, соответственно, уже маленькая, большая, им количество важно, потому что для них это вопрос выживания. Большого болота, первое самое болото, озеро. Рюкзаки мы переоснастили немножко. Получилось все покомпактнее, получилось все полегче. Еды особо тоже не израсходовали. Но теперь лодки. Не, вот лодка, напарника Покравс и висят спереди и равномерно распределяют вес по всему телу. Я так вообще через карабины там прокинул, они у меня на лямках висят, вообще офигенно. Скоро должна попасться полянка со связью. Попробуем дозвониться до перевозчика, договориться, чтобы он завтра забрал нас, иначе придется еще 2 дня. Еще 2 дня. Такие вот топи. Шаг влево, шаг вправо. И ты приплыл. Мы уже пробовали. Мох, кстати, днем сухой, как губка.
слышно, нет? Вечером влажный, приятный, с утра тоже влажный. Даже по нему ходить непросто. Под ногами все проваливается. Этот обманчивый зеленый коврик на самом деле далеко не такой устойчивый, как может показаться. Вполне себе можно уйти. На приличное такое расстояние. Что-то мне сейчас показалось, как будто там кто-то пробежал. Ну, с другой стороны, я тут зайца видел, и когда мы в ту сторону, надо смотреть под ноги, потому что очень много змей. Прям очень много. Ну, возможно, это и птичка какая-то была. Хотя, ребят, сейчас есть вероятность, что я вам покажу что-нибудь намного более интересное. Намного более интересное. Например, вот что-нибудь такое. Кто-то ободрал кору. Вряд ли она сама упала. Ну, может быть, сама. Тоже беглый успех. Опять же, конечно, все в ягодах. Ладно, буду возвращаться, а то как-то не очень комфортно буду шататься. В общем, ребят, меня можете по грибы не звать больше, если там нет чего-то вот такого. То если там как бы таких грибов нет, можете меня не звать. Это, в принципе, как бы на голову одеть, чисто технически. Сколько человек может таким прокормиться? А вот этим вот как думаете? А если вот таким? Роту солдат накормить можно. Моя голова. Какая жизнь же. Ты смотри. Вот мы и закончили нашу долгую дорогу по болоту. Сейчас заходим в лес. Там буквально еще пара километров. И доходим до стоянки, до Старицы.